Приветствую тебя, дорогой зритель! Сегодня на обзоре портативный аналоговый радиоприемник Retek ST-R618 с тремя частотами AM, FM, SW и с цифровым MP3-плеером. Большой громкий динамик на 3 Вт идеально подходит как для дома, так и для отдыха на природе. Работает от 220 вольт, а также от батареек и рассчитан в первую очередь для пожилых людей. Итак, начинаем обзор. Нельзя назвать это радио молодежным, потому что в нем отсутствует Bluetooth и у него большие габариты. Скажем так, оно больше для более старшего поколения и более стационарного, так как у него кабель питания в комплекте и питается он от больших батареек. Дальше мы рассмотрим. В комплектации мы получаем упаковку, радио, кабель питания 220 вольт под наши розетки, крепкий качественный кабель, не какая-то дешманская подделка, и инструкция. Причем инструкция крупными буквами и очень большая по своему составу, то есть много листов. Это потому что рассчитано для пожилых людей, чтобы они могли разобраться. Правда, нужно владеть английским языком. Но, собственно, здесь несложно. Это все можно разобраться и без инструкции. Если вам интересна характеристика, то вот она на экране. Берем кабель 220 вольт, подключаем сбоку, и у нас уже питание пошло. Чтобы включить наше радио, нам необходимо провернуть этот регулятор. Он с приятным щелчком, при этом засвечивается здесь индикатор, здесь указано, что включен режим флешки, USB. Ну и сейчас, собственно, мы разберемся. Кстати, экран с подсветкой. Итак, давайте знакомиться. Это у нас и включение, и громкость. Здесь у нас регулировка по FM частотам. Их здесь 3. FM, AM и SW. Огромный 3-ваттный динамик, переключение между режимами USB или радио и переключение между частотами. Обратите внимание, что здесь огромные регуляторы. Это действительно для людей в преклонном возрасте. Им удобно будет просто вот так переключать. Ну а здесь кнопки управления флешкой. Play-пауза крупными буквами написано. Следующий трек, предыдущий и повтор. С обратной стороны у нас располагается отсек для аккумуляторов. Открываем его, и чтобы оно заработало, необходимо установить батарейку R20 или размер D, большие 3 штуки. Также есть ручка, она удобная, полностью корпус пластиковый, выполнен из матового такого хорошего, качественного, не вонючего пластика. И само радио увесистое, около 600 грамм. Цена этого FM-приемника около $45. Вообще у нас на канале есть целый плейлист с радиоприемниками. И если вы хотите что-то подобрать себе, думаю, вы сможете это сделать, посмотрев все обзоры. Ссылка на этот плейлист находится в правом верхнем углу в подсказках. Ну и теперь давайте проверим радио. Антенну мы уже разложили. Кстати, антенна огромная, около 80 сантиметров. И здесь нужно сначала включить его, теперь переключить на радио, FM и ищем. Отлично. Комплімент. Дякую. Чи є у нас ще дзвінки? Ні? Ну що ж, Чистий тоді прийом. у нас залишається 2 хвилини. Ваші поради. Очень хороший прием, ребята. Партнер проект. Слушай, все радиостанции ловят. Green Market та Green Это Express. первый радиоприемник, который в нашей сельской местности все радиостанции городские улавливают. А к вашему сведению, они находятся от нас... Отлично. Они находятся на расстоянии около 50-60 километров. Продолжается война на Востоке. Супер, что ловит столько радиостанций. Класс, качественное звучание. Добавляю всю громкость. Прием отличный, я просто в шоке. Ну а теперь подключим флешку. Переключаем в режим USB. Складываем антенну. Здесь вставляем в разъем. Их здесь посмотрите сколько. Во-первых, есть USB. Во-вторых, под большую SD-карту, microSD и выход под наушники. Великолепно. Подключаем. Флешка начала мигать. Здесь сразу определила, что у нас USB 2.0, MP3 и громкость. Супер. Удобно, на дисплее постоянно подсвечивается. Добавляю погромче. Тут
звук немножко давится в MP3 плеере. Давайте следующий трек. 80% громкости. Звук отличный. Следующий трек. И мы будем вместе. Ох, с вокалом класс. Зависит еще громкость от музыкальных треков. Песни и право на счастье. Пауза, пожалуйста. Повтор. Все повторять. Только одну. И все. Перемотки здесь нет. Если нажимаем и держим, то ничего не происходит. Это хороший показательный такой обзор, который помог разобраться и вам, и мне в том, что радиостанция отлично принимается в сельской местности, никаких проблем. Значит, мощный усилитель, питается от 220 и есть отдельно место для подключения батареек. Пожалуй, единственным минусом это то, что отсутствует Bluetooth. Напишите, что думаете вы. Ссылка есть в описании под видео. До встречи в новых проектах. Ставьте лайк. Пока.